Дом по канадской технологии. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Благодаря быстроте возведения загородные дома по канадской технологии широко востребованы на рынке загородной недвижимости, тем более, что их достаточно просто заказать под ключ. Этот метод строительства весьма распространен в Канаде, что и дало домам, возведенным по этой технологии, их название. Ну а поскольку климатические условия Канады приближены к отечественным, то разработанные и опробованные в этой стране методы возведения загородного жилья актуальны для российских покупателей. Первые каркасные постройки были известны в Европе в период раннего Средневековья. В те времена строение было основано на системе стоек и балок со связями, расположенными по диагонали. Пространство между частями этой каркасной конструкции заполнялось камнем, кирпичами или глиной. Колонисты, пришедшие в Канаду и США из Европы, применяли эту технологию, позволяющую создавать дома в любое время года за короткий срок. Для защиты от суровых погодных условий Канады стены домов обшивались досками с внешней и внутренней стороны, а пустоты наполнялись любым доступным материалом. Чаще всего использовалась смесь глины, соломы, песка и камня. Таким образом, в основе создания домов по канадской технологии уже в те времена лежал прообраз утепленных панелей, при помощи которых можно было возвести качественный теплый дом в кратчайшие сроки. Современная технология канадских домов, приспособленная для суровых климатических условий, обладает рядом достоинств и недостатков. Преимущества современных канадских домов. Каркасный дом по этой технологии возводится из панелей, обшитых ОСП, материалом, созданным из древесной стружки, пропитанной полимерными смолами и утепленных пенополистиролом. Габариты панелей подбираются индивидуально с учетом размеров готовой постройки. Утепленные панели представляют собой готовые элементы стен, которые укрепляются на заранее возведенном фундаменте. После этого происходит монтаж перекрытий, крыши, а также дверей и окон. Главное преимущество технологии – быстрота и легкость возведения дома. Монтажные работы не требуют привлечения специализированной техники и большой команды строителей. В среднем дом возводится в течение 2-3 месяцев. Каркасная конструкция по канадской технологии обойдется примерно в 2 раза дешевле полноценного кирпичного дома. При этом функциональные характеристики обеих построек схожи. Легкие панели не требуют возведения мощного фундамента, поэтому могут быть построены на участках с любым рельефом. Пенополистирол, заполняющий пространство между панелями, обладает высокими изоляционными свойствами. Поэтому готовое строение не нуждается в дополнительной звукоизоляции и утеплении. В отличие от жилищ, созданных из брусьев или бревен, канадские деревянные дома позволяют произвести монтаж инженерных коммуникаций внутри самих панелей. Таким образом, готовые жилые помещения выглядят более эстетично, а на монтаж тратится меньше времени и усилий. Деревянные панели в основании каркаса создают приятную атмосферу в доме. Легкий материал стен позволяет выбирать различные способы внешней отделки готовой постройки. Декоративный кирпич, штукатурка, доски – все это доступно для владельцев каркасных домов, построенных по канадской технологии. Благодаря изготовлению панелей на заказ, готовое сооружение может иметь практически любую архитектурную форму. Недостатки возведения канадского дома. Несмотря на множество очевидных достоинств, дома по канадской технологии имеют ряд особенностей и ограничений, благодаря которым подойдут не всем владельцам загородных участков. Основная особенность технологии – это ограничение по габаритам готовой постройки. Высота каждого этажа не должна превышать 3 метров, максимум их может быть 3. Экологичность готового здания может вызывать вопросы благодаря обилию полимерных смол, пропитывающих изделия. Впрочем, это вопрос добросовестности производителей таких конструкций. Если панели сделаны с соблюдением технологии, то они соответствуют всем нормам экологической безопасности. Характеристики готовой жилой постройки, кроме качества материала, определяются еще и профессионализмом команды рабочих. Если же добросовестность подрядчика складывается с высококачественными комплектующими и выполнением отделки по всем правилам, то канадский дом – это комфортное и долговечное жилье. Независимо от выбранной технологии, постройка дома по канадской технологии будет проводиться в несколько этапов. При выборе материала для каждого из элементов необходимо учитывать его функциональные характеристики. Фундамент канадского дома.
Распространенный вариант для постройки каркасных конструкций – ленточный фундамент, который представляет собой конструкцию из бетона, погруженную в землю примерно на 50 см. Высота над грунтом составляет 20-30 см. При правильно произведенных расчетах ленточный фундамент позволяет возводить жилое здание на различных видах грунтов, в том числе заболоченных и подвижных. Главный недостаток такого основания – невозможность со временем произвести глобальную перепланировку дома. Винтовые фундаменты могут погружаться на значительную глубину, что дает возможность применять их для создания основания под дом на сложных грунтах. Основной недостаток, вероятно, ощутимая усадка конструкции, особенно при погрешностях в расчетах или нарушении технологии. Как итог, с чистовой отделкой после окончания строительных работ придется некоторое время повременить. Кроме того, ни про подвал, ни про цокольный этаж в таком доме думать не приходится. Самый надежный вариант – плитный фундамент, представляющий собой плоскую железобетонную подушку, на которой возводится конструкция. Из-за дороговизны обычно его не используют, когда возводят сборные дома по канадской технологии, но на песчанике или при обилии грунтовых вод это может быть единственным возможным вариантом. Чаще всего стоимость фундамента рассчитывается отдельно от прочих работ по возведению каркасного дома. Опытные специалисты помогут заказчику выбрать оптимальный тип фундамента в зависимости от особенностей постройки и поверхности, на которой она будет возводиться. Пол канадского дома. В основе будущего пола лежат перекрытия из деревянных брусьев, которые располагают на фундаменте дома. Чаще всего для покрытия на первом этаже применяются плиты, изготовленные на заказ, вместе с материалами для стен дома. Монтаж этой части дома производится сразу после подготовки фундамента. Места соединения плит тщательно обрабатываются герметиком. Следующий слой представляет собой утеплители и пароизоляционные материалы. После этого на готовый черновой пол кладется отделочное покрытие, например, ламинат. Пол на втором и третьем этажах возводится аналогично, при этом количество использованного утепляющего и пароизоляционного материала меньше, чем для покрытия первого этажа. На первый план здесь выходят звукоизоляционные материалы, которые обеспечивают комфортное проживание. Основой конструкции на втором этаже являются перекрытия, на которых расположен черновой пол, изоляционные материалы, плиты и чистовая отделка, например, линолеум. Стены канадского дома. Независимо от архитектурного проекта, канадские каркасные дома имеют в основе СИП-панели, которые представляют собой стружечные плиты с прослойкой утеплителя. Как правило, такие элементы устанавливаются без дополнительного каркаса, но по желанию заказчика дом можно дополнительно укрепить. При необходимости между элементами каркаса добавляются теплоизоляционные плиты, изготовленные из минеральной ваты. Снаружи стены покрывают пленкой для защиты от проникновения влаги и ветра. Строительство домов по канадской технологии предусматривает применение различных облицовочных материалов – сайдинг, фасадная панель из композитных материалов, керамогранитная и каменная плитка, штукатурка или деревянные доски. При этом, в зависимости от выбранного варианта, облицовочные материалы будут по-разному крепиться к поверхности стен. Независимо от выбранного типа отделки, необходимо учитывать вентиляционные зазоры, которые помогают свободной циркуляции воздуха и предотвращают накопление влаги. Таким образом, итоговая толщина стен складывается из панели, внутренней и внешней отделок, а также технологического зазора. Крыша канадского дома. Выбранная форма и материалы для кровли дома целиком зависят от количества осадков, климата, а также интенсивности ветров. Основной материал для крыши – СИП-панели, размещенные на деревянных стропилах, прочных балках, формирующих скаты будущей крыши. При необходимости на панели закрепляют дополнительную теплоизоляцию. После этого выбирается кровельный материал. Наиболее распространенным вариантом является металлический профиль – листы различной формы, защищающие крышу от внешних воздействий. Для комфорта жильцов такой материал необходимо оснащать звукоизоляцией, чтобы шум дождей был слышен меньше. Выбор формы кровли ограничен средним количеством осадков и вкусовыми предпочтениями заказчика. Например, бюджетные дома чаще всего имеют стандартную двускатную крышу. Она предотвращает задержку воды, нейтрализуя возможность протечек, а также позволяет оборудовать просторное чердачное помещение. Многоскатные крыши выглядят более оригинально, позволяют реализовать сложные архитектурные решения. Основной недостаток такого варианта – сложность и, как следствие, дороговизна монтажных работ. Ошибки возведения канадского дома.
Основная ошибка при возведении дома – неуместная экономия. В основе СИП-панели лежит древесина, поэтому настоятельно рекомендуется обратить внимание на их качество. Сырое, неправильно высушенное или гнилое дерево – это будущие зазоры в стенах, сквозняки и быстрое разрушение дома. Все стыки в готовой конструкции должны быть максимально плотно примыкать друг к другу, все зазоры необходимо обрабатывать герметиком и строительной пеной. Это позволит избежать лишних мостиков холода, мест проникновения дождя и ветра, которые способствуют разрушению дома. Плотно прилегающие панели предполагают обязательную установку дополнительной вентиляции, а также применение искусственных зазоров. Перед началом работ следует осведомиться у строителей, как именно будет осуществляться вентиляция дома. Качество самих панелей, изготовленных в заводских условиях, следует проверять перед монтажом постройки. Как правило, СИП-панели, созданные качественно, имеют ровные края, правильную форму и равномерный цвет. Настоятельно не рекомендуется приобретать дешевые плиты китайского производства, не приспособленные к суровым погодным условиям. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Алексей Кондратьев. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.